Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Атомная электростанция Терки Пойнт, расположенная всего в 40 километрах к югу от яркого и солнечного Майами, стала не только символом прогресса, но и домашним очагом для дикой природы. С мощностью в 2754 мегаватт эта станция обеспечивает электроэнергией почти 900 тысяч домов, что делает ее одним из ключевых поставщиков электроэнергии в штате Флорида. Однако за ее блестящей и кажущейся безобидной поверхностью скрываются уникальные экологические связи, которые порой ставят под сомнение гуманитарные аспекты атомной энергетики. Каналы длиной в 270 километров, берущие начало в самой станции, служат не только для отведения тепла, но и жизни. Эти воды заполнены разнообразными формами жизни. Здесь можно встретить крокодилов, которые нашли в этих каналах идеальное место для жизни и гнездования в окружении тепла и уединения. Эти многочисленные переходы и излучины стали удобным убежищем, защищенным от прямого воздействия человека. В отличие от традиционных атомных станций, использующих градирни, Терки Пойнт использует инновационную систему каналов, которая не только помогает экономить воду, но и создает уникальную экосистему. Когда эта система была внедрена, она серьезно изменила экологическую ситуацию вокруг, избавив Байсейнский залив от избыточного забора воды, который раньше приводил к негативным последствиям для природы и местной фауны. На сегодняшний день каналы около станции стали домом для более 60 видов животных, среди которых 17 находятся под угрозой исчезновения. Биологи отмечают, что в этом уникальном пространстве, где реальность и технологии переплетаются, природа получает шанс на восстановление. Одним из самых удивительных открытий стало то, что острорылые крокодилы, находившиеся на грани исчезновения, начали возвращаться. Здесь, в защищенной среде, они стали гнездиться и плодиться, находя в каналах тепло и безопасность от человеческого вмешательства. Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США признала Терки Пойнт критически важным местообитанием для этих рептилий, что стало сигналом к необходимости дальнейшей защиты и поддержки. Каждое лето самки откладывают от 30 до 50 яиц, из которых появляются милые детеныши. Система мониторинга, созданная совместно с биологами, отслеживает численность крокодилов и их развитие, обеспечивая сбор данных о месте обитания и поведении. Наблюдения ведутся не только в отношении численности, но и здоровья новых поколений рептилий. Их повадки, параметры роста и процент выживаемости изучаются с использованием самых современных технологий. Тем не менее, даже под лучами солнечного флоридского солнца не все так просто. Повышение уровня аммиака в каналах и соленость воды, вызванные неадекватным охлаждением, начинают угрожать этим важным экосистемам. За последние несколько лет количество крокодильих гнезд оказалось под угрозой сокращения, и биологи начинают бить тревогу. Плохое качество воды ведет к тому, что даже самые крепкие виды могут не выжить. Работа по улучшению состояния экосистемы продолжается. Ученые создают специальные очистные сооружения для каналов, пытаясь минимизировать влияние высоких уровней аммиака. Опыт показывает, что это трудная задача, но усилия и не прекращаются. Ведь каждый личинок и каждое гнездо имеет значение. С разработкой новых технологий для мониторинга стало возможным не только следить за популяцией крокодилов, но и использовать микрочипы для идентификации. Эти миниатюрные устройства позволяют биологам эффективно отслеживать перемещение рептилий, выявлять проблемы с каннибализмом и собирать информацию для прогнозов о росте популяции. Благодаря этому стало возможным разработать целый ряд методов для компенсации потерь, что, в свою очередь, улучшает шансы на успешное воспроизводство. Программа оказалась успешной. С 2023 года помечено более 9283 детеныша,
что позволило значительно понять динамику их численности. Это единство науки и природы дает надежду на дальнейшее восстановление вида. Как ни парадоксально, но в условиях, когда крокодилы находят зону обитания рядом с людьми, возникают моменты напряженности. Иногда они покидают свои каналы, чтобы исследовать более близкие к городским районам. Это приводит к столкновениям и страху среди населения, делая проблему безопасности актуальной. Местные власти, наблюдая за участившимися появлениями крокодилов в людных местах, усиливают профилактические меры и информируют местных жителей о правилах поведения. Не подходите близко, не кормите крокодилов и всегда следите за своими детьми и домашними животными. Предупреждают чиновники. Тем не менее, некоторые жители все равно пытаются делать фотоснимки и поведение крокодильих существ, что приводит к конфликтам. Несмотря на эти сложности, Терки-Пойнт остается важным объектом как для людей, так и для природы. В 2023 году Комиссия по ядерному регулированию продлила лицензию станции на 20 лет, что подразумевает большую ответственность в области безопасности, а также необходимость учитывать экологические аспекты функционирования станции. Каждый шаг в улучшении качества охлаждения и мониторинга состояния окружающей среды становится важной частью будущего, где технологии и природа могут сосуществовать. Мы стремимся сделать станцию основанием для благополучия не только человека, но и окружающего мира. Говорит один из управляющих. Осознание этого баланса порождает надежды на лучшее будущее для флоридской экосистемы. Но в этом нежном равновесии есть и свои подводные камни. Энтропия природы проявляется во множестве способов, включая взаимодействие с радиацией. К счастью, пресная вода, которая обитает в каналах, не сталкивается с радиоактивными материалами. Тестирование не указывает на присутствие вредных веществ, что дает некоторую уверенность в безопасности этой экосистемы. Тем не менее, этого недостаточно, и вопросы о качестве воды становятся все более актуальными. Невероятно соленая вода, проникающая в водоносный горизонт Бикейн, вызывает серьезные опасения среди исследователей. Каждый день миллионы килограммов соли вливаются в систему, угрожая источнику чистой питьевой воды для 3 миллионов жителей Флориды. Флорида оказалась в центре крупных вопросов об использовании природных ресурсов. Сложная ситуация с климатом и дефицитом пресной воды ставит под угрозу возможность существования систем, подобных Терки-Пойнт. Природные циклы становятся все более непредсказуемыми, и старые методы управления водными ресурсами больше не являются достаточными. Мы входим в эпоху неопределенности, и необходимо искать новые пути для защиты как экосистем, так и людей, делают вывод эксперты. Каждый день в Министерстве экологии Флориды обсуждают новые инициативы, направленные на решение этих вопросов. Не исключено, что впереди нас ждут еще более сложные задачи, требующие инновационных решений и глубокого взаимодействия всех заинтересованных сторон, от местных жителей до научного сообщества. Пока биологи и власти могут только гадать о будущем, местные жители пытаются наладить контакт с дикой природой. Некоторые инициативные группы запускают волонтерские проекты по очищению каналов и озеленению окружающей территории. Важно донести до народа ценность совместного существования с природой, рассказать, как каждый может внести свой вклад в защиту местной экосистемы. Местные школьники участвуют в программах, знакомятся с природой и изучают жизнь крокодилов, что, возможно, в будущем мотивирует их стать защитниками окружающей среды. В любом случае, связь между крокодилами и атомной станцией — это не просто взаимодействие двух миров, а глубокая история о надежде, возрождении и восстановлении. Терки-Пойнт — это не просто электростанция, а сложная экосистема, которая показывает, что технологии и природа могут существовать вместе. С каждым новым поколением крокодилов, сохранившимся благодаря усилиям охраны,
И каждым шагом к устойчивому будущему мы учимся доверять природе и этому загадочному взаимодействию. Биологи предполагают, что если все будут работать вместе, мы сможем создать будущее, в котором технологии и природа не будут находиться в конфликте, а будут сосуществовать и поддерживать друг друга. В конце концов, эта история о крокодилах и АЭС Терки-Пойнт — это история о том, как найти гармонию среди разнообразия жизни, которые окружают нас. На этом фоне важно помнить, что защиту природы невозможно реализовать в одиночку. Каждый из нас имеет свою роль и может внести свой вклад в сохранение уникальных экосистем. Станция Терки-Пойнт стала не только источником энергии, но и примером того, как технологии могут служить в гармонии с окружающей средой, открывая новые горизонты как для дикой природы, так и для людей.